Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Террариум». С вами Сергей Сурканов. Поздравляю всех с началом новой рабочей недели. На улице прохладно, но говорят, что это ненадолго. А сегодня даже обещают ночью заморозки, чуть ли не по всей Молдове, так что аккуратней. На балконе пока не спите, еще не лето и не поздняя весна. Прежде чем мы начнем, я, как всегда, напоминаю о лайках, о подписках, о том, что у вас всегда есть возможность поддержать наш канал материально. Это очень было бы неплохо, потому что мы зависим только от вас. И, конечно, не могу не порекламировать свой личный телеграм-канал «Бессарабский». Подписывайтесь тоже, у кого есть желание. Это я пишу, когда у меня есть свободное время, и когда его нет. Там такой чертик пьет вино, можете подписываться. Кто с нами? Давайте проведем первую перекличку сначала. Сан-Петру, добрый вечер. Карпач, Единец, Москва, Майами, Крикова, Салут, Малина Мика, героям слава, конечно же, Ирина. Лас-Пальмас, Гран-Канария, Буэнос-Айрес, Винница, доброго вечера, Ноябрьск, приветствую, Варница, Тегина, Рыбница, Брешия, Онежь, Даллас, Ботаника, Ставчены, Портленд, Орегон, Буэнос-Айрес, Львов, дякую, Кишинев, Испания, Варрингтон, Лондон, Вулканешты, спасибо, Дурлешты, Каушаны, Коржево, Дубасай, Берлин, Британия, добрый вечер, Виктория, Грейт Бриттон, Кагул, Страшень, Буюканы. Прекрасное начало, география приятная. Давайте начнем. У нас тема, в принципе, сегодня только одна, вы, наверное, уже догадались. Воскресенье, вчерашний день, принесло просто воскресенье такой практически утренний сюрприз. Знаете, как часто бывает сюрприз, к сожалению, с таким негативным, отрицательным смыслом. Съезд молдавских политиков и общественников, то бишь объединенный съезд Шарасят, поехала туда и Гуцул, и прочая компашка, проходил в одном из московских отелей. Вот так меня встретило утро этой новостью. Как помните, шутили когда-то по радио, утро добрым не бывает. Это как раз тот случай был. Характерно, что этот съезд этих общественников пророссийских прошел именно в отеле московском. Я даже подумал там, где, знаете, почасово принимают клиентов для релаксации. Теперь там съезд Шарасят. В принципе, я думаю, не особо, наверное, что-то поменялось. Съезд молдавских политиков и представителей общественности страны, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз и Евразийское экономическое пространство, а также выступающих против интеграции с Евросоюзом. Какие же солидные, серьезные и приятные люди. Посмотрите первое видео, пожалуйста. Собралась там вся компашка, как видите, и Шор, естественно. Кстати, он, оказывается, очень небольшого роста, я и забыл. И они еще смеются там над этим, над Гроссу или над кем, что он карликом его обзывают. С таким-то, так сказать, оппонентом. Гуцул, возрожденцы, шансы и так далее. Вся компашка, вся честная компания, в кавычках, так сказать, прибыла в Москву в очередной раз, на этот раз с более серьезными намерениями. Как мы и говорили, как потеплеет, так и пошло. Как теплеет, оно расцветает. Не только цветы, к сожалению, но и вот такие вот тоже цветы зла кремлевского тоже зацвели по весне. Вот рассказ Суходольского, извольте послушать. Очень интересно. Видео, пожалуйста. Но мы прекрасно понимаем, где наши исторические партнеры и когда Республике Молдова и с кем было выгодно дружить и работать. Это, в частности, страны СНГ, ЕАЭС, Российская Федерация, и мы всегда это понимали. И, кстати, молдавское общество в подавляющем в своем большинстве тоже это прекрасно осознает и понимает. И вот почему мы сегодня приняли решение, что нам необходимо педалировать эти процессы, эту связь, дружную связь с Российской Федерацией на всеразличных уровнях. И сегодня здесь проходит очень масштабное, очень качественное мероприятие для того, чтобы послать посыл всему обществу, в первую очередь Республике Молдова, нашим партнерам здесь, Российской Федерации, что в Молдове есть здоровые политические силы, которые... Это люди, не стесняясь, называют себя здоровыми силами страны. Здоровые силы Молдовы собрались все в одном месте.
Ну а вот кусочек выступления, наверное, самого главного представителя здоровых сил Молдовы, по какому-то совпадению осужденного на 15 лет тюрьмы за мошенничество банковское и воровство. Самая здоровая сила, лидер здоровых сил. Пожалуйста, видео. Перед нами стоит два жизни важных события. Первое – это президентские выборы. И второе – это референдум. Эти два события, которые определят будущее нашей с вами страны. Дорогие друзья, у многих из вас сегодня, и кто нас смотрит, есть вопрос, почему в Москве? Я объясню. Мы бы, конечно, с удовольствием сделали наше мероприятие в Кишиневе, в Аргееве, в Гагаузии и в остальных других регионах нашей страны. Но сегодня Молдова – захваченное государство. Сегодня в Молдове любой инакомыслящий не имеет права голоса. Сегодня в Молдове, по сути, сформирован ГУЛАГ. Сегодня любой оппозиционер в Молдове – это уже изначально предатель. Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима. Вообще-то есть одна неплохое здравое зерно, а за ним в Москве. Может быть, им правительство Российской Федерации, всей этой компашки, всей этой братьи или братве выделит какой-нибудь земельный участок для того, чтобы они там построили какую-то идеальную евразийскую Молдову. Пусть они там поживут, построят ее, обустроят, займутся бизнесом, построят там очередной Диснейленд шуавский и будут нам показывать, как они здорово там живут. Но вы понимаете, что они не хотят ничего, кроме того, как здесь устроить, например, Мариуполь. Итак, вернемся. Беглый уголовник объединил все свои эти политические проекты в один блок и назвал его «Победа». Ни много ни мало, а «Победа». В блок вошли партии ШОР запрещенная, Возрождение и Шанс почему-то не запрещенные, как будто бы дело в каких-то буквах там или в названиях. Еще из известных там присутствовали сам Шор, Василий Боля, Евгения Гуцул, Алексей Лонгу, Дмитрий Константинов и прочие. Это самых известных я перечислил. Задача, как уже понятно, сорвать референдум о вступлении в ЕС. Это такая задача, как бы максимум, что нужно сделать. Это главное задание, данное Кремлем этим лицам, которых я считаю соучастниками деяний Российской Федерации и которые, вообще деятельность которых давно должна стать предметом разбирательств и расследований, как не только молдавской прокуратуры, я считаю, но и международных правовых структур. Потому что учитывать нужно то, что это не просто клоуны, которые ездят в Москву и несут чушь. Если бы это было так, то мы бы считали, что это команда КВН или что-то такое. А деятельность этих людей направлена не только на Молдову, по сути, на дестабилизацию ситуации вообще в Восточной Европе и в Европе в том числе. Потому что кроме войны в Украине, Кремль хочет таким образом дестабилизировать обстановку в других точках Европы. Ну и перспективный, конечно, план Кремля – это возникновение в Молдове очередной горячей точки или бойни, скажем так. Более того, Шор открыто говорит, что если референдум состоится и победят люди с проевропейскими взглядами, в Молдове будет война. А что такое война? Ну, мы понимаем, вот последняя война, что это было. Война – это когда Россия нападает. То есть, если будет референдум, и люди проголосуют за Евросоюз, Россия в таком случае нападет на Молдову, будет тут убивать людей. Пожалуйста, видео. Второй нашей главной задачей является победа на референдуме. Дело в том, что референдум о вступлении, вернее, о невступлении в Европейский Союз является сегодня приоритетом и, по сути, последней палочкой спасения нашего государства. Сегодня Евросоюз очень четко дает понять, что Молдова должна, по их мнению, превратиться в полигон для военных действий. Таким образом, лица, состоящие с Шором в сговоре, являющиеся гражданами Молдовы, находятся в стане страны-агрессора,
Первые лица России, первые лица страны-агрессора, где они находятся, открыто угрожают Молдове и геноцидом, и расчленением, и уничтожением государства. И все эти угрозы, российские говорящие головы, первые лица, вроде всяких Медведевых и так далее, они эти угрозы проговаривают в адрес нашей страны, в адрес населения нашей страны. И вот эти лица, которые им подчинены, почему-то граждане Молдовы, почему-то именуют себя оппозицией и почему-то занимаются в Молдове легальной политической деятельностью. Поэтому они работают на страну, проводят съезды в стране, которые, еще раз объясняю, планируют совершать у нас массовые убийства, как в Украине, если им что-то не понравится. А если понравится, тем более. А вот эти личности продолжают у нас заниматься политикой. В парламенте сидят некоторые депутаты независимые. Ситуация, наверное, на самом деле уникальна, мне кажется. Я так задумался, я не знаю вообще, есть ли в мире государство, кроме Молдовы, которому настолько наплевать на свою безопасность и на безопасность своих граждан, учитывая, что вот это вот просто пассивное наблюдение. Объясните мне, что не так, может быть, я что-то не так понимаю, есть какой-то хитрый план, я вот его пока не врубаюсь в него, объясните мне в комментариях, может быть, сможете. Блок «Победа». Помните мультик там и книжку про капитана Врунгеля? Прикольный мультик был. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Там от слова «Победа», от названия яхты, отвалились первые две буквы и стала «Беда». А тут ничего не отваливалось, как бы. Тут изначально «Беда». Именно вот это название подходит для этого блока «Шарасят». И все больше и больше они говорят про референдум. Ну, мы давно говорили в программах на АВА-ТВ еще несколько месяцев назад, что главной задачей сейчас будет их атака на референдум. Постоянно атаковать референдум о евроинтеграции. И самое прекрасное его сорвать, чтобы он не состоялся, либо что-то замутить нехорошее вокруг этого события. Посмотрите еще, у нас все-таки террариум, будет много сегодня красавчиков. Посмотрите еще на Таубер и послушайте. То, что касается целей и задач, было сегодня сказано нашим лидером Илоном Шором. Конечно же, подготовка к президентским выборам, подготовка к референдуму и то, что мы должны изменить максимально ситуацию. Мы говорим, конечно же, об объединении всей оппозиции. Сегодня ряд оппозиционных партий объединились в блок «Победа». Мы верим, что эту победу мы и добьемся. Сейчас ведется разговор о едином кандидате с рядом также политических оппозиционных партий. И мы надеемся, что в ближайшее время мы придем к общему знаменателю. У них, как видите, проблема с кандидатом на президентских выборах, потому что всем нет 40 лет. Здоровые силы, видите, такая нынче молодежь. Но вот я тоже с одним интеллектуалом сегодня беседовал, и мы подумали, какого бы кандидата подобрать Шарасятам идеального, чтобы он по возрасту подходил, по опыту, по авторитету, учитывая, что этим всем то 36, то 37, то кому, нет 40 еще, не могут они участвовать. Я думаю, что идеально было бы им это, знаете кто, Клименко. По возрасту подходит, имеет большой опыт сношений с Шором и прочим скамом, интеллектуально очень развит, то есть идеальный кандидат. Я не удивлюсь. Знаете, если вы думаете, может быть, что за него не проголосуют у нас в стране, но если за Гуцул проголосовали, то, думаете, за Клименко не проголосуют? Почему нет? Вы плохо знаете наших граждан, господа, а я только сейчас начинаю их понимать. Да, кстати, от Гуцул, который тоже не может участвовать в президентских выборах, в силу, не сказал бы малолетства, но в силу того, что ей нет 40 лет, от Гуцул тоже прозвучали на этом съезде «Победа» очень-очень важные вещи. Там, в принципе, вообще объяснение не только смысла существования планеты, но и прошлого, и будущего. То есть и войны, и СВО, пардон. Там в этом ее объяснении все уместилось. Она ответила на сакраментальный вопрос, а для чего вообще мы живем на планете, господа? Давайте посмотрим видео. Мы выступаем за то, чтобы память о героях Великой Отечественной войны была. И что 9 мая – это День Победы.
Я бы еще, знаете, добавил еще несколько основ существования, например, Куликовскую битву, битву на Чудском озере, может быть, какие-то сражения неандертальцев еще, дедов. Это тоже очень важный объединяющий момент. Почему нет? Ради этого стоит жить на земле. Что бы еще вам по поводу этого съезда Победа? Я понимаю, что сегодня много по него, но все-таки не каждый день у нас съезды и создание блоков Победа. Не могу не показать еще, помните, удивительного человека со странным именем, фамилием Николай Шикалай, которого недавно не пустили в Румынию, зато, как видим, пустили в Москву. Пожалуйста, видео. В этом году первый урок у детей начался не с темы «Моя родина, Республика Молдова», а молдавская евроинтеграция. Сегодня ПАС ликвидирует Молдову. Сограждане, дорогие молдаване, Санду принесла на нашу землю раздор, ликвидировала молдавский язык. И таким же темпом они продолжают ликвидировать нашу молдавскую идентичность. Мы молдаване, мы сильный и сплоченный народ. Сегодняшнее объединение неподвластных режиму оппозиционных сил – это большой шаг к победе молдавского народа. Благодаря объединению движения под названием «Победа» мы сможем сохранить государственность Республики Молдова и ее нейтралитета и независимости. Вместе к победе! Знаете, когда вот я лично вижу это же абсолютно неестественное вот это вот кривляние и чушь, которая проговаривается, она абсолютно не для воздействия на людей, не для воздействия на электората. Это чушь для воздействия на заказчика. Ну, то есть, если вы где-то работали каким-нибудь дизайнером или кем-то еще, наверное, пример неуместный, но, в общем-то, вы вводите, просто пускаете пыль в глаза заказчику, вместо того, чтобы показать ему работу. По идее, то работа для этих людей, вот этих вот нанятых шаросят, в том, чтобы здесь мозги запутать местному населению, внушить мысли о Дне Победы, о евразийском пространстве. А тут идет просто кривляние каких-то актеров из какого-то тюза сельского, абсолютно неестественно, которое как бы невозможно смотреть. Или, может быть, на самом деле, потому что я не могу избавиться от ощущения, что в Москве вот эти вот организаторы, эти кремлевские мудрецы, ФСБ, ГРУ, вся компашка, которая работает с Молдовой, они, наверное, действительно держат всех граждан тут просто за полных идиотов. Когда показывают им там, Гуцул, Шора, говорят про День Победы, не переставая, вот эти Петрович еще, вот все вот эту чушь, которую они несут сейчас, в 21 веке, на фоне войны, что они ведет Россия. И у меня ощущение, что они действительно считают, что как бы тут живут идиоты, какие-то полипы или какие-то колония простейших, вольвокс, которая просто потребляет какую-то там проплывающую еду и ничего не понимает и не видит. Они действительно так думают, что ли? И сейчас еще одно подтверждение этой мысли, потому что по ходу этого съезда у шаросят началась настоящая вакханалия. Я когда это увидел, мне показалось, что по степени абсурда тут Ионеско, Дали, Кафка, все вместе взятые отдыхают, все дадаисты, и кого-нибудь Бунюэль просто курит в стороне, потому что у шаросят начался концерт. Смотрите видео. В общем-то, все наши эти потасканные певцы-друзья наши, Киркорова, например, они все запели уже на румынском, на молдавском языке. Киркорова бросили обслуживать шаросят, видимо, чтобы он, знаете, реабилитировался за ту самую голую вечеринку. Когда не в ту дверь зашел, его стали всюду вычеркивать, и он впал в немилость у вот этого стареющего царя, вот этого подавленного то ли педофила, то ли гомосексуала, латентного Путина, учитывая вот это нездоровье, что у них там происходит. Но сейчас Киркоров зашел именно в ту дверь, судя по всему, причем туда же вошел Басков, его партнер. Пожалуйста, видео. Дорогие друзья!
Спасибо огромное, большое счастье быть вместе с вами сегодня. Я от всего сердца желаю вам победы, удачи, и столько лет мы уже вместе, и для меня большое счастье, когда люди не разъединяются, а когда люди объединяются за свое будущее, за свои права, за уважение каждого человека. Ведь так легко, говорится, переломать каждый прутик, а когда мы вместе, сломать нас очень трудно. В общем-то так. Помимо этого, кстати, данный исполнитель сказал буквально следующее, цитата. «Я поддерживаю Гагаузию и ее право на самоопределение. Мне бояться нечего, я во всех расстрельных списках». Я не знаю, о каких фантазиях он говорит, в каких он расстрельных списках, данный странный певец. Но когда вот это вот говорит, что он поддерживает Гагаузию в праве на самоопределение, у меня возникает резонный вопрос. Возбудила ли наша прокуратура, например, дело в отношении данного гражданина Российской Федерации за сепаратизм, за призывы к сепаратизму? Как вы думаете, возбудила или нет? Ну, я думаю, ответ мы все знаем. Ашай? Также, оказывается, там вышла с музыкальной программой жена Шора, Жасмин, и даже их дети тоже пели. Я не буду показывать, пожалеем детей, потому что дети маленькие, не виноваты, что родители мерзавцы. Это немножко, не по-людски детей показывать. Но, конечно, это очень и очень смешно, и еще трижды абсурдно. Вот это вот тут же показать концерт Киркорова, этого Баскова, после того, как помимо Дня Победы они там все скулили, Гуцул и прочие, там, о гей-ропе, о традиционных ценностях, на фоне, перед тем, как состоялся концерт. Пожалуйста, парочку фото этих исполнителей, этих лицедеев. В общем-то, знаете, очевидно, что кремлевские мудрецы на букву «М» всерьез считают, что много ресурсов на Молдову тратить не нужно. Достаточно показать две потертые шкуры Киркорова и Баскова, и молдаване уже у их ног, молдаване уже все. Видимо, эта парочка Киркоров и Басков должна просто произвести сногсшибательный эффект. И у нас люди должны, видимо, дружно забыть обо всем, о евроинтеграции, о нормальной жизни. И, увидев Киркорова и Баскова, автоматически голосовать против вступления в Евросоюз. Это не так уж смешно, потому что, еще раз, посмотрите, как проголосовали в гагаузской автономии, за кого и как. И далеко не везде, скажем так, у нас в Молдове небольшой ситуация адекватней. Вообще это тоже показательно, что они всерьез думают, что, например, Киркоров и Басков являются какими-то звездами, что ли, что люди просто, не знаю, что это, наверное, считают... В России понятно, в России это, наверное, как Элвис Пресли, как Джон Леннон, не знаю, как кто еще, Оззи Осборн. Они думают всерьез, что и в Молдове также воспринимают. Как будто бы молодежь здесь вообще знает, кто такой Киркоров и Басков, или слушает эту, не знаю даже как сказать цензурно, их продукт, назовем так. А в Кремле считают, что да, что это звезды мирового уровня, и что раз такие звезды поддерживают Шора, то это нужно бросить кушму на землю и бежать, ломиться, голосовать за Шора. Знаете, еще вот в то время, как вот сегодня новость, что президент Польши Дуд говорит, что власти Польши, сегодня сказал президент Польши, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. То есть человек делает такое заявление, а ядерное оружие на территории — это не шутки иметь. Человек понимает всю серьезность ситуации и вообще и уровень угрозы от России. А у нас большинство населения что? По всем опросам большинство против НАТО, за нейтралитет. Знаете, я не могу все-таки называть у нас большинство населения, все-таки у нас передача приличная, называть большинство какими-то плохими словами, там, помните, как Воронин ругался там в свое время, идиотами или баранами. Мы все-таки не в пивной, знаете, где-нибудь. Но рождаются некоторые мысли, которые нужно, видимо, как-то приличнее оформлять.
Как-то странно, правда, что вот так вот. В Польше ядерное оружие собираются американское размещать, а у нас хотят нейтралитет, так сказать, дружить со всеми. Ну-ну. Кстати, по удивительному совпадению на фоне этого создания блока «Победа» за сутки вчера 2 раза минировали по телефону, минировали аэропорт Кишинева. Рейсы разворачивали, летели в Яссы, садились эти самолеты. То есть как-то совпадение, правда? Просто совпадение. Как-то всегда, как только там что-то происходит, у нас что-то минируют по телефону. И в Украине так было, перед войной тоже. Удивительное совпадение. И вот это вчера был концертик, как бы и выступление, а уже сегодня мы услышали некую пресс-конференцию Гуцул. И я нашел очень интересный момент, мы уже о нем говорили когда-то, но вот вначале послушайте видео, что она говорит, и обсудим. Видео, пожалуйста. Если Республика Молдова выйдет, потеряет свою независимость, а именно объединиться с Румынией, то гагаузская автономия оставляет за собой право на внешнее самоопределение. Смотрите, то, что она сказала, вот произнесла, то, что мы сейчас услышали, оно не является незаконным, потому что кто-то именно такими словами и вписал это в нашу Конституцию. И в уложении Гагаузии это все вписано как молдавские законы. Вот по это вот потеря независимости и право на самоопределение. То есть она просто процитировала закон. Я сейчас не говорю, что это намеренно заложенная бомба замедленного действия в территориальную целостность Молдовы, вообще в государство. Мы этот момент уже обсуждали, я называл фамилии людей, которые подписывали этот закон тогда давно, в том числе члены Конституционного суда на тот момент, которые все это утверждали, по сути, заложив эту бомбу. Также мы еще обсуждали важный момент, который все до сих пор, может быть, не совсем понимают, что самоопределение любого народа, в том числе гагаузского, вовсе не означает вывод каких-то территорий из состава Молдовы. Самоопределение – это способность жить как бы немножко по-другому, немножко иметь то, что называется сейчас автономией у нас. Автономия – это уже самоопределение, которое реализуется гагаузского народа. Мы, еще раз говорю, что мы об этом недавно говорили, мы это разбирали и разберем еще в случае необходимости. В том числе я давал ссылки на документы ООН и ОБСЕ по поводу права народа на самоопределение. Речь о другом сейчас. То, что Гуцул, что и далее, сказала про потерю независимости, по присоединению к Румынии, вот она это сказала. А все российские и местные ватные СМИ у нас распространяют это немножко в другой редакции. Я зачитаю в какой. Это очень-очень интересно. Вот вы слышали, что она сказала. Присоединение к Румынии имеем право. А вот как они пишут. Заявление башкана Гагаузии Евгении Гуцул на пресс-конференции в Москве главное. Если Молдова объединится с Румынией или войдет в ЕС, гагаузская автономия оставляет за собой право на внешнее самоопределение. Секундочку. Вот все эти СМИ, недосми, в том числе «Спутник Молдова» это распространяет, которая продолжает легально работать в Кишиневе в здании Кентфорд. Просто доступа к сайту нет. Они вставили в ее слова, помимо объединения с Румынией, хотя и это вообще ни при чем сейчас, но они вставили сюда вхождение Молдовы в ЕС как повод для какого-то самоопределения гагаузской автономии или гагаузского народа. А это уже, извините, не имеет никакого отношения к законам Республики Молдова. И именно подобные заявления и попадают под действие закона о сепаратизме и являются преступлением. Причем тут потеря независимости и вступление в ЕС? Такого нет в Конституции Молдовы, такого нет в уложении Народного собрания Гагаузии. Это сценарий, который написан в Москве, и даже когда Гуцул говорит то, что как бы допустимо в рамках закона, ее слова меняются на то, что хотят они. По логике, знаете, с точно таким же успехом можно сказать, Гуцул может сказать, что Гагаузия выходит из состава Молдовы, потому что Молдова все еще в СНГ, правда? То есть мы видим намеренную подмену понятий.
от потери независимости, так называемой, и унии, сюда же пакетом ФСБ и их агенты тут включают вхождение Молдовы в Евросоюз. Это действительно очень важный, наверное, может быть, самый важный момент, и я прошу обратить на него внимание. Потому что это главное, наверное, еще раз говорю, из всего этого цирка извращенцев с Басковыми, Киркоровыми, там, выводком Шора и так далее. Это приучить всех к мысли, что вхождение Молдовы в Евросоюз должно привести к выходу Гагаузии из состава Молдовы. Понимаете, что внушается и для чего все это происходит? Вот так вот, очень интересное наблюдение, мне кажется, я сделал. Вот, похвалю себя. Далее, вот это существо следующее, которое, на мой взгляд, даже омерзительнее ее шефа Путина, как она его называет, начальник или начальника. Она тоже рассказывает о съезде, представьте себе. Пожалуйста, видео с ней. Мы должны расширяться и постепенно подбирать к себе, не завоевывать, дружить, интересы выстраивать своих. Прямо сейчас в Москве проходит съезд молдавских оппозиционеров. В Москве, внимание, проходит съезд здоровых молдавских оппозиционных сил. Мы должны их поддерживать. Такие же силы есть в других странах. Мы должны поддерживать и их. Потому что у нас есть один выход. Или мы остаемся Россией, такой, как нам твердит это и руководит нами наша великая история и культура. Или мы превращаемся в зараженных оспой индейцев, и этот паук будет высасывать нас как муху, пока эта муха не подохнет. Мне кажется, уже индейцы, понимаете. Раньше они кричали, что они как евреи во времена Гитлера, что якобы их просто так притесняют. То есть они пользовались какой-то чушь, выбалтывали, кричали, что они жертвы, когда напали на Украину. А сейчас, мне кажется, уже не евреи, которых Гитлер уничтожал, они уже индейцы. Уже индейцы. Ну, знаете, индейцы никогда не были рабами и их различными ничтожествами, как вот эти персонажи, которые все это говорят. И у вас, конечно же, не оспа. Ваше заболевание намного хуже. Она хочет дружить. Не воевать, а дружить. Хочу сказать, что сейчас, после того, как США так и с опозданием, но выделяют Украине большие деньги, оружие, а также, скорее всего, передадут деньги, арестованные всех этих российских толстосумов Украине, то Кремль уже пришел в бешенство, потому что ситуация на фронте станет неприятной весьма. Множество солдат-орков начнет умирать не только на линии фронта, но и в глубоком тылу от ракетных ударов. И Путину нужна очередная, знаете, чтобы немножко смазать этот досадный момент, маленькая победоносная такая война, может быть, даже не кровавая, в другом месте, чтобы отвлечь от Украины. Ситуация Молдовы идеальна. Кровопускание в Молдове идеально. Вижу, что они могут сделать. Это просто идеальное место, к сожалению, чтобы отвлечь. Во-первых, Гуцул, я еще думаю, они выбрали, еще один момент, да, они выбрали Гуцул, потому что, возможно, она в силу своих каких-то способностей не понимают, что с ней ее хозяева могут сделать. Смотрите, если в конце концов вот всех этих вояжирования в Москву, всей этой говкотни, всего этого демонстративного сепаратизма и демонстрации того, что они заодно с военными преступниками и так далее, если в конце концов она будет арестована вместе со всей этой бандой коллаборантов и хиви, то, скорее всего, в той же Гагаузии или по всей Молдове будут активированы так называемые спящие агенты ФСБ и ГРУ, которые наверняка тут есть и ждут команды ФАС. Уже много лет наверняка они тут прижились, прикипели, но это агенты. Они есть везде, кстати, это не мои фантазии. Во всех странах, куда проникли рашисты, у них там есть агентура, которая сидит и ждет. И эта агентура ждет команды, повода для пролития крови. Так что вот это такой вариант вполне реален. Есть еще второй вариант, еще более печальный для Гуцул лично и ее недалекого окружения.
ГРУшники могут тупо устранить ее или кого-то из этой компашки, вот как жертвенных баранов, если первый вариант сорвется, например. И тогда опять включаются спящие агенты и активизируются для пролития крови. Учитывая, что наши власти не могут довести ни одно дело до суда, по сути, не могут противостоять как-то активности предателей действиями, не могут наносить упреждающие удары по вот врагам Молдовы, по сути, по врагам свободы и рода человеческого, по путинской агентуре, демонстрируют бездействие, непонимание, растерянность, импотенцию, называйте как хотите, но ничего не делают. Бездействие можно многими словами назвать. Как вы думаете, на фоне того, как наши власти действуют сейчас, все эти годы, они как-то начнут быстро, решительно и адекватно действовать, если, например, некие анонимные активисты начнут захватывать ПМРИ в Камрате, в Аргееве? Вы думаете, что-то будет? Адекватная, быстрая реакция? А я думаю, что в такой ситуации, наверное, власти проведут через пару недель встречу с иностранными экспертами, конференцию по этому поводу, с кофе-брейками. Будут изданы рекомендательные брошюры, фотосессии. Вот такое ощущение, правда? Вы думаете, в Кремле, может быть, этого не видят и не догадываются? Потому что уже 2 года длится вот эта вот проверка, это рыбалка. 2 года. Запускают то каких-то протестующих, там 400 леев дали, посмотрим, что ответная реакция властей. Передача денег. Какие-то деньги там забрали у кого-то не забрали. Те, у кого забрали, гуляют на свободе. Вот выступают в Москве. Это женщина со своим мужем сейчас, которая ходит под делом уголовным почему-то. То есть Кремль видит, никакого противодействия нет. Поездки в Россию еженедельные, открытая поддержка агрессии против Украины. Противодействия никакого нет. Создание блока «Победа», призывы к сепаратизму. Противодействия нет, ничего не происходит. Так можно делать все, что угодно, правда? Что тогда, чего стесняться, чего бояться? Так что вывод такой, дорогие друзья. Если не решить проблему с этой победой, то быть беде. Возможно, даже большой беде. Увы, но это так. Давайте посмотрим, кто с нами был, и на сегодня будем закругляться. Так, Флорешт, салют Подмосковье, добрый вечер. Виллинген, салют, Тирасполь, приветствую, Кишинев, Львова, Балдуэш, салут, Акрингтон, ЮК, Тилинешт, Дандюшень, Бельцы, героям слава, конечно же. Почему в Молдове не понять закон об инагентах и привлечь законы всех, кто ездит к Путину? Ну, пока такой закон примут и будут кого-то привлекать, то уже Молдовы может и не остаться, знаете. И так есть закон о сепаратизме, недавно приняли. Почему он не работает? Почему он не работает, если есть состав преступления, никто не возбуждает дела, никто не привлекает, никого не наказывают? Можно еще 100 законов принять о инагентах. Франкфурт на Майне, приветствую, господин Чердаев, Залучень. По всем ТВ России каналам Пиайля. Так, ну, конечно, да. Всех, кто в Москве, в случае возвращения прямиком в тюрьму. Сильно сомневаюсь. Италия, Фаенза. Телечентру. Шимкент. Так в том-то и дело, да, Сан-Марин, что события, естественно, ни о чем. Очередная просто тусовка, шаросят и концерт, причем в Москве. Но информационное пространство то заполняется, и в первую очередь даже не у нас, а в России. И там создается ощущение, что маленькая Молдавия советская рвется в состав Великой России, а вот какая-то банда американских агентов и Сороса не пускает. Как бы это все создает поводы для дальнейшей агрессии. Кишинев, Архей.
Беркут выложил ролик про Джимми из Дурлешт. А это вот эта вот драка, которая была в Энди Спиц возле Сан-Сити. Я, к сожалению, буквально в это же время примерно проходил и не заметил эту драку. Ну, что тут сказать? Ну, если как люди ведут себя как быдло и получают. Но им там светит этим, которые подрались с охраной, не расплатившись за еду, мягко выражаясь. Я почитал сегодня от 3 до 7 лет. Я думаю, их действительно могут посадить. Это не, конечно, преступление, там, потолкаться с охранниками намного страшнее, чем сепаратизм, например, или что-то еще, или кульки какие-нибудь. Это да. Спасибо, Валерий. А чего Путина не пригласили? Ну, я не знаю, наверное, бы и Киркоров, и Басков не могли бы поделить такого героя на двоих. Шалдонежц. Португалия, приветствую. Ванкувер. Лозово. Буджак. Одесса, доброго вечера. Копанка. Информация: в одном из ресторанов в отеле Турции были замечательно Плохотнюк и Платон за одним столом. Ну, вроде они такие враги были, хотя я не знаю, может быть, их сплотила общая беда. У меня пока нет информации об их встрече. Конечно, грустно, Доминик, от всего этого. А как же гопник из Бельц? Если вы так имеете в виду главного социалиста, то, видимо, социалистов не допустили еще к столу. Да, Аня, я подсказал идею Клименко в президента не просто так. Пускай будет. Что, вам жалко, что ли? Коду. Цирдю в президенты. Цирдя, мне кажется, не может пойти в президенты, потому что даже не по возрасту, конечно, он уже пересек барьер 40-летний. Но он, знаете, он духовный лидер, как имам. То есть он выше земной власти. Он отвечает за духовную сторону. Это видно по его видео, которое он выкладывает по вечерам. Так, кто еще у нас? Северный Кавказ, приветствую. Яргора, Страсбург. Маинешт. Да, вольвокс, амебы, это все-таки, знаете, нельзя оставлять рептилии в одиночестве в террариуме. Нужно, чтобы побольше было живности всяческой. Резина с нами. Кома, Италия. Амберг, Германия. Ванкувер, Вашингтон. Джон Леннон крутится в гробу от такого сравнения. Так, вертись, Бетховен. Харьков, держитесь. Привет из Гагаузии, привет, Гагаузии. Смотрите, конечно, и показывайте всем. Париж. Резина.
Ух, много сегодня комментариев. Это замечательно. Торонто. Хартоп Флоешт. Спасибо, багажник осмотру. Ирландия, Дублин. Да, 1000 зрителей смотрело одновременно. Прекрасно. Эшвиль, Северная Каролина. Кишинев, Ишкань. Певица Жасмин, да, это жена Шора. Она самая. Казахстан, Павлодар, приветствую. Кишиневу, Домодедово, Кантемир. Италия, Монза, Албишара. Приветствую, Албишару. Тырново, Дандюшень. Да, Ирина, вы правы. Только нас защищает только Украина в данный момент. Версаль, Франция, Манчестер. Италия. Калараш, Москва, Изина, Новые Нены. Молдова, Старучень, Новосибирск. Лаганешт, Бершева, Одесса, Черноморск, приветствую, Рига, Германия, Кахул, Окница. Все, всем спасибо, кто с нами сегодня был. Увидимся, конечно же, завтра в это же время в 17:30. Берегите себя и до завтра.